Тайная встреча в Москве, катастрофические потери на фронте, а Зеленский делает предложение Ким Чен Ыну. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Иран получает 1000 супердронов. Израиль должен готовиться к обороне. Венгерская экономика падает вниз. Сиярто пытается легализовать свои переговоры с Москвой. Следком угрожает белорусам в Варшаве. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Ким Чен Ын получил вызов от Владимира Зеленского. Украинские военные взяли в плен 2 северокорейских солдат в Курской области. Президент Украины предложил Ким Чен Ыну обменять этих пленных на украинских военных, которые удерживаются в России. Но один из захваченных солдат выразил желание остаться в Украине. Зеленский говорит, что все, кого возьмут в плен, могут быть обменены. Ну а те, которые не захотят возвращаться, могут не возвращаться. В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение корейской правды об этой войне, получат такую возможность. Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие. Ситуация осложняется тем, что Северная Корея официально продолжает делать вид, что ее военных на войне не существует, но факты говорят обратное. Мы поговорили с политологом о том, будет ли ответ или такое заявление или предложение сделано без надежды на какую-то реакцию. Спросили об этом человека, который следит за всеми подобными процессами, Олега Леснова. Мы должны демонстрировать свою позицию и добрую волю на самом деле на кто бы против нас не воевал, да, мы не являемся той страной, которая захватывает людей, чтобы потом это был живым товаром или объектом, или способом давления на общество в той или иной стране. Пойдет ли навстречу лидеры Северной Кореи? Неизвестно. Может, кстати, быть всякое, но с другой стороны, у него нет, наверное, потребности показывать гуманность своему народу. Потому что, по большому счету, там совсем по-другому выстроено общение лидер страны и народ. То есть они прекрасно знают, что они винтики, и винтиков не жалко. С другой стороны, а почему бы и нет? Как вариант, может быть, что он там захочет поиграть и в такое. Более того, армия КНДР столкнулась с катастрофическими потерями. По данным южнокорейской разведки, не менее 300 военнослужащих КНДР погибли, а около 2700 получили ранения. Причина таких масштабных потерь – полное непонимание современных методов ведения войны. Северокорейские бойцы и их действия на поле боя напоминают сцены из фильмов прошлого века, где технологии будущего встречаются с тактиками прошлого. Ситуация усугубляется жестокими приказами командования КНДР. Солдаты получают указания совершать самоубийство, только бы не попасть в плен к украинским силам. Венгрия поднимает тревогу из-за нового пакета санкций США против российской нефтегазовой отрасли. Министр иностранных дел страны заявил, что санкции создают серьезные риски для экономики Центральной Европы, включая резкий рост цен на нефть и топливо. В ближайшие дни и недели мы будем тесно консультироваться с нашими региональными партнерами, чтобы минимизировать последствия энергетических санкций и повышения цен на топливо, тем самым защищая венгерский народ и народы Центральной Европы от американских санкций здесь, в регионе. В пятницу администрация Джо Байдена ввела самый жесткий пакет ограничений против российского нефтегазового сектора, включая санкции против крупных компаний, таких как «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также 183 судов, перевозивших российскую нефть. Это моментально взвинтило цены на продукт, которые достигли 3-месячного максимума, обострив экономические проблемы региона.
Сиярто предупредил, что ограничения на поставки сырой нефти поднимут спрос на очищенные виды топлива, такие как бензин и дизель, что грозит, цитирую, очень серьезным ростом цен для потребителей. Не повод ли это легализовать переговоры с Москвой? Может быть, не все так страшно. Сначала делегация из Словакии летит в Москву, теперь Венгрия заявляет о своей готовности к переговорам и пытается всячески их оправдать. Спросили мы об этом у политолога Олега Леснова. Мы наблюдаем сейчас, как два политических лидера, далеко не самостоятельные, обслуживают интересы Путина и своих карманов. Потому что вот эта вот активность, она вызвана тем, что и в Словакии, и в Венгрии за счет этого транзита набивали себе карманы определенные политики, политические силы. Ну и, следовательно, да, там в государство что-то попадало, но мы же прекрасно знаем, что газ – это коррупция. Кому как не нам знать. Газ – это всегда удавка, это поводок, это все что угодно, но не просто энергоресурс. Это 1,2 миллиарда «Газпром» готов был, не знаю как сейчас, готов был сделать бонусом для того политика, который сможет помешать Украине сделать это исторический шаг. То, что мы перекрыли вентиль, это исторический шаг, который нужно было сделать давно. Северная Европа ставит ультиматум. 6 стран требуют от G7 снизить потолок цен на российскую нефть. 6 стран — это Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. Они заявляют, что $60 за баррель — это подарок для Москвы, которая продолжает финансировать свою войну. Инициатива проста — урезать, перекрыть кислород, обрушить остатки нефтяных доходов Кремля. Сегодня международный рынок нефти обеспечен лучше, чем в 2022 году. Это снижает риск того, что снижение ценового потолка вызовет шок предложения из-за ограниченных возможностей хранения и чрезмерной зависимости доходов от экспорта энергоносителей у России. Из-за ограниченных возможностей хранения и чрезмерной зависимости доходов от экспорта энергоносителей у России нет альтернативы продолжению экспорта нефти, даже по существенно более низкой цене. Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен «Большой семеркой» еще в 2022 году как один из способов ослабить экономическую хватку Москвы. Но пора идти дальше и сделать то, что должно было раз и навсегда отправить нефтяную мощь России на свалку истории. Тайная встреча в Москве. Доверенное лицо аятоллы Хаменеи тайно посещает Россию, стремясь получить от Кремля передовые ядерные технологии и системы противовоздушной обороны. Возобновившиеся переговоры Ирана с Европой по поводу его ядерной программы призваны вернуть страну в политическую сферу. Следующий раунд запланирован в Женеве на понедельник. Есть опасения, что Москва готова пересечь ранее очерченные красные линии в отношении иранской ядерной программы. Тегеран ищет поддержки у России, чья зависимость от иранских дронов и ракет в войне против Украины только усиливается. В обмен на военную помощь Иран готов предоставить Москве не только оружие, но и влияние на Ближнем Востоке, включая поддержку террористических группировок, таких как Хизбалла. Но мы всегда подчеркивали, что переговоры — это не то, о чем мы умоляем. Это дорога с двусторонним движением, которое может быть сделано с акцентом и признанием взаимных интересов и при взаимном уважении. А Иран тем временем получает дополнительное вооружение. Учитывая возвращение Дональда Трампа в Белый дом, Тегеран явно наращивает свой военный потенциал в ожидании новой волны давления со стороны США или в попытках организовать такое давление на Израиль. Командующий армией Ирана и министр обороны были замечены на объекте, где проходила демонстрация беспилотников. Точное место не раскрывается, что в принципе характерно для иранской политики. С разрешения главнокомандующего верховного лидера объявляется приказ о пополнении боевой организации главной армии Исламской Республики Иран. По данным информагентства Тасним, эти 1000 дронов распределены по различным регионам страны. Технологии, которые в них используются, якобы позволяют обходить системы обнаружения и эффективно поражать укрепленные объекты.
Из «Газпрома» уволят почти половину работников. Чистка рядов намечается в странообразующем предприятии. От сотрудников будут избавляться в центральном аппарате и филиале в Петербурге. Под лозунгом повышения эффективности с 4100 работников останется всего 2500. И это не символический шаг, это паническая попытка утонувшего гиганта оставаться на плаву. В 2024 году «Газпром» получил титул самой убыточной компании России по версии Forbes с колоссальным чистым убытком в 583 миллиарда рублей. Хамас выбрал нового лидера в секторе Газа, и этим человеком стал Мохаммед Синвар, младший брат Яхьи Синвара, ликвидированного Израилем. Теперь тень, как называют Мохаммеда за его склонность работать в тени, возглавляет группировку и готовит ее к новым провокациям. Мохаммеду около 50 лет, он с детства за Хамас, но, в отличие от брата, никогда не попадал в руки израильской разведки. И это делает его для противников почти невидимкой. Идеальный лидер для террористической сети, которой нужна скрытность. Назначение Синвара-младшего не прошло гладко. Лидеры Хамас в Катаре пытались навязать коллективное управление, но боевики на месте взбунтовались и выбрали автономного вождя. Это говорит о том, что в самой группировке назревает раскол, который может обернуться еще большей дестабилизацией. Между тем, Хамас активизирует вербовку. Обещая новобранцам помощь семьям, новички совершают атаки небольшими группами, не требуя сложного обучения, а массовая мобилизация уже принесла сотни новых бойцов. Очевидно, что группировка не собирается успокаиваться. Напомним, Яхья Синвар был уничтожен в октябре 2024 года. Его считали мозговым центром кровавой атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Теперь на сцене новый игрок, и его амбиции вполне могут превзойти брата. Ждать затишья, похоже, не стоит. Следственный комитет угрожает участникам фестиваля «Белорусы годные Лепшага», который должен пройти 26 января в Варшаве. Мероприятие, организованное белорусской диаспорой, не успело начаться, а уже попало под прицел пропаганды и силовиков. Следком Беларуси обвиняет организаторов и участников в, цитирую, «дискредитации избирательной кампании», конец цитаты, и обещает преследовать всех, кто будет замечен на этом фестивале. В заявлении ведомства говорится о дестабилизации обстановки, о подрыве суверенитета страны, а отдельное внимание привлек флешмоб «Лукашенко в шредер», который вызвал особую истерику властей. В Варшаве планируют обсудить будущее свободной Беларуси, сплотить диаспору и привлечь внимание к политическим репрессиям. Но режим Лукашенко действует по привычной схеме: запугивание, угрозы, ярлыки. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.